Мы стоим на пороге 2026 года. Зимний ветер медленно сменяется весенним теплом, и мы оглядываемся назад на следы, оставленные в течение 2025 года. Время – самый честный судья. Оно отделяет то, что было лишь мимолетным трендом, от того, что действительно вечно. В нашей коллективной памяти о прошедшем годе звучит множество голосов. Мировая индустрия развлечений наперебой выкрикивала новые имена, новые рекорды и головокружительные сенсации. Однако посреди этого шума существовала одна особенная частота – спокойная, скромная, но обладающая невероятно мощной силой притяжения. И сегодня эта частота получила свое высшее признание. На грандиозной сцене премии Picnic Awards, сцене, которая ценит суть популярности, прозвучало это имя – Ким Тэ-хьон, Ви. Человек, который сопровождал нашу юность, теперь гордо стоит как обладатель титула «Лучшее положительное влияние 2025 года». Для кого-то это, возможно, просто еще один трофей в его переполненном шкафу наград. Но для нас, для тех, кто понимает его долгий путь, для тех, кто замечает мельчайшие детали его жизни, этот кубок имеет совершенно иной вес. Эта награда не просто за выступление на сцене, это награда за то, кем он является, когда гаснут софиты. В этом 2026 году, празднуя эту победу, мы на самом деле празднуем победу человеческих ценностей. Мы празднуем тот факт, что искренность все еще имеет место в современном мире. Давайте остановимся на мгновение и спросим себя, что на самом деле означает положительное влияние. В течение 2025 года определение этого слова часто размывалось. Многие думали, что влияние – это то, сколько товаров ты можешь продать или как быстро ты становишься темой обсуждения в социальных сетях. Но Тэ-хьон тихо и элегантно переписал это определение. Влияние Тэ-хьона – это не разрушительный шторм, а мягкий дождь, оживляющий сухую землю. Вспомните моменты прошлого года. В то время как многие публичные фигуры стремились показать нереалистичное совершенство, Тэ-хьон предстал перед нами со своей обнаженной честностью. Он показал нам, что даже мировая суперзвезда может чувствовать одиночество. Он показал, что это нормально иметь плохой день. Он не пытался приукрашивать реальность, он принимал ее. Он учил нас любить вещи, о которых мир часто забывает. Благодаря ему миллионы людей по всему миру, от улиц Сеула до уголков России, Европы и Америки, начали слушать классический джаз. Через свои эстетичные, но простые публикации в социальных сетях он научил нас ценить художников, чьи имена мы, возможно, никогда раньше не слышали. Он не кричал «посмотрите на меня», он шептал «посмотрите на красоту этого мира вместе со мной». Именно это фундаментальное различие делает его достойным титула на премии «Пикник». Он не сделал себя центром вселенной, он стал мостом. Мостом, соединяющим фанатов с искусством, с культурой и, самое главное, с их собственными чувствами. В 2025 году он был не просто идолом, он куратором прекрасной жизни. Теперь давайте поговорим о сердце. Существует старая поговорка «Глаза – зеркало души». И если вы когда-либо смотрели в глаза Тэ-хьона, даже просто через экран телефона, вы поймете, почему он выиграл эту награду. Там есть глубина, которую трудно описать словами. На протяжении всего 2025 года мы наблюдали, как он взаимодействует с окружающими людьми, не только с участниками BTS, которые для него как родные братья, но и с персоналом, с младшими коллегами и, конечно же, с армией. Его отношения с фанатами переросли в нечто большее, чем связь идола и поклонника. В прошлом году на платформе Weverse или в своих спонтанных прямых эфирах он позиционировал себя как друг. Друг, который заходит просто спросить, как дела, включить любимую песню или просто помолчать рядом, пока мы учимся или работаем. В психологии это высшая форма эмпатии. Он понимает, что за цифрами статистики его фанатов стоят реальные люди, у которых есть свои жизни, борьба и печали. Титул «Лучшее положительное влияние» был дан ему потому, что он смог заставить миллионы людей почувствовать себя замеченными. Он заставил нас чувствовать, что наши эмоции важны.
Помните ли вы, когда он совершал маленькие поступки, имеющие огромное значение? Пожертвования, сделанные без света камер, или то, как с нежностью он относится к детям? Все это не было сценарием дорамы, это его настоящий характер. Премия «Пикник» лишь поставила официальную печать на том, что мы уже чувствовали. Ким Тэ Хьон – хороший человек. Просто, но очень сильно. Хороший человек. Однако повествование о победе будет неполным без упоминания бойцов за кулисами. Эта часть посвящена вам, преданным сторонникам, которые, возможно, слушают это сейчас с гордой улыбкой. Трофей Picnic Awards не пришел в руки Тэ Хьона сам по себе. Там есть ваш пот, ваше время и ваша невероятно большая любовь, которая подтолкнула его к этому. Мы должны признать, процесс голосования в 2025 году был нелегким. Были моменты, когда цифры казались застывшими. Были долгие ночи, когда вам приходилось бороться со сном, переключать аккаунты и следить за тем, чтобы каждый голос был учтен. Были моменты напряжения, когда конкуренция накалялась и отчаяние почти подступало. Но вы не остановились. Почему? Потому что вы знали, это не просто конкурс популярности, это миссия. Вы хотели, чтобы мир узнал, что доброта достойна победы. Каждый клик, каждый голос, который вы отдали, это признание в любви. Это ваш способ сказать: «Тэ Хьон, спасибо, что ты стал инспирацией. Это наш маленький подарок тебе». Эта солидарность – удивительный глобальный феномен. Неважно, на каком языке мы говорим, неважно, в каком часовом поясе живем, вы объединились под одним именем. Эта победа – памятник вашему тяжелому труду. Вы доказали, что преданность армии в 2025 и в наступившем 2026 году никогда не угасает, а наоборот, пускает корни еще глубже. Вы крылья, которые позволяют Тэ Хьону летать, и сегодня эти крылья принесли домой победу. Теперь, в 2026 году, что все это значит? Награда Picnic Awards за 2025 год – это не финишная черта, это историческая веха. Это доказательство того, что влияние Тэ Хьона не подвластно времени. Часто карьера артиста угасает с течением времени, но Тэ Хьон, как качественное вино, становится только ценнее с годами. Эта победа отражает значимое влияние, которое он продолжает оказывать постоянно. То, что он посеял в 2025 году, даст плоды, которыми мы будем наслаждаться в будущем. Инспирацию, которую он дарит о стиле жизни, об искусстве, о том, как любить себя, будет продолжать жить в нас. Возможно, в будущем, когда мы оглянемся на этот момент, мы поймем, что Ви не просто певец, он икона культуры, он символ эпохи, когда нежность побеждает жестокость, а искренность побеждает фальшь. В завершении этого длинного размышления давайте отправим наше последнее послание во Вселенную. Поздравляем, Ким Тэ Хьон! Поздравляем с этим абсолютно заслуженным титулом. Спасибо, что был для нас положительным влиянием, даже когда ты сам, возможно, чувствовал усталость. Спасибо, что одолжил нам свое плечо, свой голос и свое сердце. А нам всем давайте проживем этот 2026 год с тем же духом. Давайте станем немного больше похожими на Тэ Хьона, более терпимыми, более искренними и более любящими простые вещи. Эта победа принадлежит тебе, Тэ Хьон, но счастье от нее принадлежит всем нам. Мы любим тебя сегодня, завтра и всегда. Наступил 2026 год, но главное событие прошлого года все еще греет наши сердца. Ким Тэ Хьон. Ви. Поздравляем с победой в номинации «Лучшее положительное влияние 2025 года» на премии «Пикник». Этот титул не про рекорды продаж. Он про искренность, про то, как одно доброе сердце может исцелить миллионы других. Спасибо каждому армии, кто отдал свой голос. Вы доказали всему миру, что доброта всегда побеждает. Тэ Хьон, ты наша гордость и вдохновение. Продолжай сиять в новом году. Мы любим тебя.